Всем привет! Сегодняшний выпуск – это трибют человеку, который прошел невероятный путь. От маленькой непальской деревни до элитного спецназа Великобритании. А затем навсегда вписал свое имя в историю высотного альпинизма, переписав ее собственными достижениями. Его звали Нирмал Пурджа, хотя весь мир знал его как Нимсдай. В Непале слово «дай» означает «старший брат». Поэтому это имя можно перевести как «брат Нимс». Именно так к нему уважительно обращались друзья, коллеги и альпинисты. И лишь трагическая случайность заключается в том, что для англоязычного уха последняя часть этого имени созвучна слову «дай» – «умереть». На самом деле между ними нет ничего общего. Чтобы понять, почему Нимс оказался на Брод-Пике, нам нужно ненадолго вернуться назад к тому, с чего для него вообще все это началось. За 16 лет службы этот парень успел повоевать, а во время одного из отпусков открыл для себя горы. И уже после первых серьезных восхождений Уржа понял, что обладает редкой способностью быстро акклиматизироваться и эффективно работать на экстремальных высотах. В 2017 году он установил рекорд, поднявшись на Эверест, Лходзе и Макалу всего за 5 дней. И именно тогда у него родилась идея проекта, которую многие называли безумием. В 2018 году Нирмал отказался от военной карьеры, полной военной пенсии и даже предложения перейти в особую воздушную службу Великобритании, чтобы поставить все на одну единственную цель – доказать, что границы человеческих возможностей гораздо шире, чем принято считать. Именно ради этой цели летом 2026 года Нирмал вновь оказался на Брод-Пике. Это 12-я по высоте вершина планеты высотой 8047 метров. Она расположена в горной системе Каракарум на границе Пакистана и Китая, всего в нескольких километрах от К2, самой смертоносной горы среди восьмитысячников. Стандартный маршрут проходит по западному ребру. Базовый лагерь на леднике Годвиностен расположен на высоте около 4850 метров. Затем следует лагерь 1, лагерь 2 в районе 6100-6400 метров и лагерь 3 примерно на 7000 метров. А выше начинается длинный вершинный гребень, сложной вершиной и главной точкой горы. Брод-Пик считается технически проще соседней К2, но статистика заставляет взглянуть на эту гору иначе. Примерно на каждые 100 успешных восхождений приходится около 8 смертельных случаев. И даже по меркам восьмитысячников это очень высокий показатель. Именно этот участок горы не первый раз забирает людей. В 1975 году, вскоре после первого прохождения горы, здесь произошел и первый зафиксированный несчастный случай с польской экспедицией. А в 2013 году трое иранских альпинистов не вернулись при спуске с вершины. Их группа не рассчитала сложность спуска, а последний из них до последнего звонил домой с мольбой о помощи. Но помощь просто не успела дойти. В 2018 году исландский альпинист не выжил в лавине прямо возле лагеря 2, там же, где спустя 8 лет сложится ситуация с группой Нимса. В 2021 году южнокорейский альпинист также не пережил спуск после достижения вершины. А в 2022 году британский скалолаз сорвался у самой вершины в сезон, который вообще выдался тяжелым для всего региона. То есть, если посмотреть на историю горы целиком, то вырисовывается закономерность. Узкий крутой участок между вторым и третьим лагерем и зона спуска с вершины, которая регулярно проверяет людей на прочность. И именно туда
спустя годы придет группа Нимса. Лето 2026 года с самого начала складывалось непросто. Уже 22 июля Каракарум накрыло обильными снегопадами. И для нас это очень важная деталь, объясняющая все, что произошло дальше. Большинство экспедиций, оценив риск, начали сворачивать восхождение. К 25 июля почти все команды покинули базовый лагерь. Среди тех, кто принял такое решение, были опытные альпинисты Дэвид Кляйн и Ян Овертон, которые провели под горой почти месяц. Позже Кляйн объяснил проблему очень просто. После сильного снегопада недостаточно дождаться ясного неба. Склону нужно несколько дней без новых осадков, чтобы свежий снег успел либо хорошо связаться со старым слоем, либо самостоятельно сойти вниз. Пока этого не происходит, гора остается нестабильной, а снежные склоны буквально готовы сорваться в любой момент. Но у Нимсадая были свои причины не отказываться от этого восхождения. И он с группой остался на горе. Изначально в его планах Брод-Пика вообще не было. Он приехал в Пакистан ради вершины Гашербрум-2 в рамках программы Хит-Трик. Однако, незадолго до вылета, он пересчитал уже пройденные восьмитысячники и понял, что если добавить Брод-Пик, то до полного завершения второго круга, без использования дополнительного кислорода, останется всего одна вершина – Чоойю. Это также означало, что он окажется в шаге от исторического достижения стать первым человеком, который поднимется на все 14 восьмитысячников планеты без кислородных баллонов, и именно поэтому Брод-Пик в последний момент появился в его маршруте. Незадолго до восхождения Нимс написал в социальных сетях: «Это никогда не было планом. Возможности не кричат, они шепчут тем, кто уже работает в тишине». А перед самым выходом обратился уже к самой горе и написал: «Брод-Пик, я не прошу ничего, кроме безопасного пути наверх и обратно». Здесь и кроется тот самый узел решений. Снег еще не улегся, другие команды ушли, а у Нимса появился математический повод остаться. Именно это сочетание амбиции и расчета риска мы разберем чуть ниже. Переходим к хронологии 30 июля. Я буду делать разбор по минутам, потому что дальше каждая цифра важна. Около 5 часов 33 минут утра по местному времени спутниковый трекер Garmin на снаряжение Нимса фиксирует высоту 6166 метров. Это примерно уровень лагеря 2. К 7 часам и 3 минутам группа поднимается до 6430 метров. А незадолго до 9 часов утра трекеры уже показывают 6579 метров, участок между вторым и третьим лагерем. И это последний момент, когда с группой была устойчивая связь. Между 8 часами и 57 минутами и половиной 10 утра сходит лавина. Пакистанский туроператор Karakoram Vision, который в это время наблюдал за горой с базового лагеря, позже написал в социальных сетях: «Мы наблюдали из базового лагеря и ясно видели 10 международных альпинистов, включая всемирно известного Нимса Пуржу. Они шли наверх». А дальше короткая и жуткая фраза: «Когда снег рассеялся, мы с ужасом осмотрели верхние склоны, но никого не было видно». Трекеры зафиксировали стремительное падение каждого участника. У Нимсадая это примерно 800 метров вниз, у оманской альпинистки Надхиры Аль-Харти почти на 1650 метров, у американки Мэлори Гайс около 540 метров. И я хочу отметить
что публично и подробно разбирались только 3 трекера, а по китайскому участнику Ван Джуну в источниках встречается только общая формулировка. Она звучит так. Был унесен более чем на километр вниз по склону, без какой-либо конкретной цифры. Пакистанский альпинист Самсон Шараф, который позже разбирал ситуацию по скриншотам GPS, сказал коротко. Скорее всего, сошел весь заснеженный склон, который висел над этим участком, и он смел весь траверс целиком. Таким образом, становится понятно, что именно произошло. Лавина сошла не из-за обрушения карниза где-то на самом гребне. Группа до гребня просто не успела дойти. Это был классический пластовый сход. Большой объем нестабильного снега на крутом склоне. Именно тот самый снег, что выпал недели раньше и о котором предупреждал Кляйн. После схода лавины связь с группой обрывается полностью. И вот здесь начинается вторая часть истории, о которой сейчас очень активно спорят в альпинистском сообществе. Официальное сообщение о чрезвычайном происшествии от Альпийского клуба Пакистана появляется только вечером того же дня, то есть примерно спустя 12-13 часов после самого схода. Но при этом данные GPS-трекеров передавались практически в реальном времени. И получается разрыв. Техника уже сообщила о случившемся, а официальная реакция запаздывала на полсуток. И первое заявление клуба звучало так. Альпийский клуб Пакистана получил крайне тревожные сообщения о лавине, которая обрушилась на группу альпинистов на Брод-Пик 8047 метров около полудня. Согласно первоначальной информации, в экспедиции 10 человек, вся группа с момента схода лавины находится вне связи. Полноценная спасательная операция стартовала только утром 31 июля вертолетами пакистанской армии почти через сутки после самого события. Утром спасатели поднимаются к месту схода, погода тяжелая, вертолеты работают с перебоями. Вице-президент клуба Карар Хайдри подтверждает, группа потеряла связь с базовым лагерем сразу после схода лавины. Уже к вечеру наземные команды обнаруживают и эвакуируют вниз тела 3 участников экспедиции. Надхиры Аль-Харти из Омана, Пурбахадура Гурунга по прозвищу Юкта из Непала и Мэлори Гайс из Соединенных Штатов Америки. В этот же день Мингма Гьябу Шерпа, более известный как Мингма Дэвид, деловой партнер Нимса и сооснователь компании Elite Expat, еще цепляется за надежду. Он публично говорит, что трекер Нимса двигается и что это может значить, что тот жив. Но позже стало ясно, что это было связано с особенностями передачи сигнала, а не с реальным движением человека. Вскоре Мингма Дэвид сам вылетел в Пакистан с командой опытных шерпов, чтобы лично участвовать в поисках. Пакистанский альпинист Самсон Шараф, я уже о нем говорил выше, который был наставником одного из пропавших гидов, добавил важную деталь к общей картине. Пакистанские горы сильно отличаются от непальских. Некоторые районы здесь до сих пор крайне лавиноопасны. И эту же мысль позже подтвердит Найл Океани, представитель Альпийского клуба Пакистана, которая ходила в экспедиции вместе с Нимсом. На следующий день компания Elite Expat публикует официальное заявление, я его процитирую дословно. Сегодня с глубокой печалью и огромной болью мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически не пережил лавину на Брод-Пик.
Мы также получили подтверждение, что и другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили. Отдельно компания называет имена его гидов, которые тоже остались на горе. Это Пур-Бахадур Гурунг и Нимашерпа. В тот же день о случившемся в личном посте написал старший брат Нимса Камал. Самым тяжелым сердцем сообщаю, что мой любимый младший брат Нермал Пурджа и другие альпинисты больше не с нами. И хотя наши сердца разбиты, мы невероятно гордимся тобой, твое наследие будет жить вечно. Полный список из 10 человек к этому моменту был известен. Это сам Нермал Пурджа, пакистанский гид Сахаил Сакхи, непальские гиды Пур-Бахадур Гурунг, Нима Шерпа, Кили Пемба Шерпа по прозвищу Килу, Наван Тхинду Шерпа и Гьялу Шерпа, а также оманская альпинистка Надхира Альхарти, американка Мэлори Гайс и китайский альпинист Ван Джун. Однако поисковая операция на этом не закончилась. 2 августа наземная команда обнаруживает тело Нермала Пурджи на высоте около 5700 метров, значительно ниже места самого схода лавины. Рядом также находят тела еще нескольких участников группы. Работы по спуску продолжаются в тяжелых условиях, крутой рельеф, риск повторного схода снега, нестабильная погода, которая то открывает окно для вертолетов, то закрывает его снова. Полной официальной экспертизы на момент подготовки этого материала еще нет. Но факты уже сейчас складываются в достаточно понятную картину. И вот эта цепочка целиком. Первое – это то, что неделей раньше на гору легло много свежего снега. Второе – склон между вторым и третьим лагерем, классическое место для пластовых лавин. Это подтверждают и специалисты, и вся история горы, которую мы разобрали в начале. Третье. Почти все команды оценили риск как неприемлемый и ушли. И только группа Нимса приняла другое решение, потому что появился редкий шанс закрыть уникальный рекорд. Ну и четвертое. Сход произошел именно там, где снег еще не успел ни прочно закрепиться, ни сойти сам, ровно так, как предупреждал Дэвид Кляйн за несколько дней до этого. Но есть еще один очень важный вопрос, который остается без окончательного ответа. Почему официальное оповещение задержалось более чем на 12 часов? Хотя, как мы знаем, GPS-данные были доступны практически мгновенно. Этот вопрос, как я уже говорил выше, сейчас активно обсуждается в альпинистском сообществе и, вероятнее всего, станет главной темой разбора после того, как утихнет первая волна новостей. Настоящая сила заключается не в том, чтобы взойти первым. Именно этому учил Нимс всех своих друзей и знакомых. А в том, чтобы вовремя протянуть руку тем, кто остался позади. И сегодня он остался там, где всегда был по-настоящему дома. Среди своих вершин.